Thank you. Ого. С премиальной картой MasterCard мой уикенд всегда на высшем уровне. Всем привет, с вами снова Орел и Решка. Ивлеева, Бедняков, и мы по-прежнему в Америке прилетели в потрясающий штат, который как называется? Настя, называется Техас. Здесь есть два потрясающих города, собственно, куда мы прилетели. Это Остин, но еще есть Хьюстон. Вот этот вот город, о котором все говорят. Хьюстон, у нас проблемы, усатые дядьки, большие тачки, хайвей. Города два, они оба топчики, поэтому двое ведущих, два варианта развития событий. Подбрасываем монетку? Подбрасываем. Давай. Орел. Орешечком. Привет, Техас. Боже, ну наконец-то! Господи, наконец-то! Реально, вот выйдешь с этим рюкзаком, и это как проклятие какое-то. Не надо. Ты сказал, что тот, кто с картой, едет в Хьюстон? Ну, можно позволить себе поехать в Хьюстон, взять тачку. Ну я-то хотела тусить в Остине. Давай меняться, вот держи рюкзак, оставайся в Остине. Я беру А где здесь Мерседесы до Хьюстона ходят? Слушай, давай поменяемся. Ну ты же хотела в Остин. Нет, все, Настя. Хьюстон мой любимый Ну, город. пожалуйста, Меня ну хлебом стой. не корми, дай в Хьюстон поехать. Космические технологии и доисторические монстры. Древние традиции и суровая реальность. Добро пожаловать в один из самых больших и самых колоритных штатов Америки – Техас. В Техасе, ну, очень много нефти, а у меня, ну, очень много денег. И я подумала, как бы это все совместить, и взяла себе очень прожорливую тачку. Знакомьтесь, Nissan Titan! О, кажется, я ударилась больно. Длина 6 метров, ширина 2, а мощность 317 лошадиных сил. Такой зверь и до Хьюстона довезет. Еще пару ступенек нужно приделать, чтобы сюда залезть. Офигеть! Ребята, это просто дом на колесах. Она настолько огромная. Ее сдавать, эту тачку, можно, пока вы ей не пользуетесь, чтобы люди здесь жили. Офигеть! Все такое кожаное. Посмотрите сюда. Подлокотник. Сюда лечь спать можно, вы понимаете? А вот и багажник машины, собственно говоря. Вы думали, где он? А вот он здесь, сюда чемодан можно положить. И, кстати, хочу кое-кому сказать спасибо. Спасибо тебе, маленькая. Без тебя это было бы невозможно. Присаживайся на пассажирской, я тебя чуть-чуть покатаю. Пристегивать тебя, наверное, не буду, потому что буду слишком часто тобой пользоваться. Друзья мои, тачка просто пушка! Я себя чувствую королем дороги. Мне кажется, что я просто всемогущий человек. Ощущение топчик. Как только я села за руль, я была просто ошарашена тем, что она максимально удобная. На ней очень приятно ехать, она супер маневренная. Вообще у меня не возникает теперь вопросов, почему американцы выбирают пикап. Помимо того, что эта машина удобна в хозяйстве, она внутри просто нафарширована. Короче, очень круто. Тот случай, когда деньги менять не надо. Потому что мы-то привыкли, что если прилетаем в страну, нужно сразу же обменять 100 баксов. А тут родина этих 100 баксов, поэтому будем искать сразу автобус. На такси я даже не рассчитываю. Цены в Америке на него космические.
А вот автобус мне по карману. Всего $1.25. Здравствуйте. Здорово! О, ты с крупной купюрой, а меньше нет? Нет, только это. Прости, друг, но автомат не сдает сдачу. Тебе нужно разменять купюру. Помните, что я говорил, что деньги не надо менять? Мы же в Штатах. Надо менять деньги. Для того, чтобы проехать на автобусе, нужно поменять деньги, потому что у него нет сдачи. Такое бывает. Чуть не уехал. Я здесь. Сколько? $1.25. Держите 2. Деньги не мне, а в автомат, вот сюда. И он не дает сдачу. Так, а что, мне нужны монеты? Только монеты? Спасибо большое. Удачной поездки. Это просто какой-то кошмар. Короче, я разменял бабки, бежал как сумасшедший. Надо еще доллар разменять по 25 центов, потому что туда нужно бросить эти 25 центов. Извините, у вас есть монеты? Нет, простите. Спасибо огромное. Все, он разрешил. Начало просто потрясающе. Ну все, теперь уже точно поехали. Ивлеева, как у тебя там? Не надо было денежку менять? Все хорошо? Все отлично, Андрюш. Я уже вовсю рассекаю по Техасу. Так, Техас. Если вы думали, что это малонаселенный штат с перекати поле и потными ковбоями, то вы глубоко ошибались, дорогие друзья, потому что современный Техас – это центр высоких технологий, биомедицины, аэрокосмонавтики и энергетики. Если бы Техас был отдельной страной, то он занимал бы 14 место во всем мире по ВВП. Прикинь. Здесь живет на 10 миллионов больше людей, чем в Австралии. Так вот, я приехал в Остин, это столица всего Техаса, и ежегодно Остин посещает 19 миллионов человек. 19. Что здесь такого интересного? Давайте разбираться вместе. Главных достопримечательностей в Остине 3. Предлагаю с ними знакомиться. Итак, достопримечательность номер 1. Самое важное здание в городе – Капитолий штата. Вы постоянно говорите, что «Орел и Решка» — это работа мечта. Так вот, если бы главный офис «Орла и Решки» находился в этом здании, то вообще была мечта мечтовна. Достопримечательность номер 2. Самый старый отель в городе – отель Дрискел. Здесь якобы есть привидения. И время от времени постояльцы отеля в разных частях этого здания наблюдают сверхъестественную активность. Я бы здесь точно не остановился. Да и денег у меня нет. Ну и, наконец, достопримечательность номер 3. Один из самых необычных небоскребов штата – Frostbank Tower. Высота 157 метров. Говорят, что под определенным ракурсом это здание похоже на сову. Но мой рост не позволяет посмотреть на это здание под определенным ракурсом. Вот если бы я был 185 метров, я бы рассмотрел сову. Как видите, с достопримечательностями тут не густо. Но туристы приезжают сюда не ради них, а ради атмосферы города и удивительных людей, которые здесь живут. Пойдемте с этим всем и познакомимся. А вот, кстати, друзья, уже виднеется город. Вижу башенки. Добро пожаловать в Хьюстон. Этот уикенд я проведу в Хьюстоне, самом большом городе штата Техас. Да что там штата? Он по размерам даже больше Нью-Йорка. И это далеко не все, чем он может удивить. Оказалось, что большинство американских фильмов сейчас снимают не в Голливуде, а именно в Хьюстоне. А все потому, что местные улицы выглядят уже как готовые декорации. Райончик, вот как из сериалов. Типичных американских сериалов. Деревья выглядят таким образом, как будто их специально вот посадили там, по росту, по сорту. Вот я бы хотела в таком райончике пожить, конечно, безусловно. Центр города смотрится тоже очень кинематографично.
Видно, что город успешно сочетает в себе как старую архитектуру. Здесь вот есть дома, построенные из коричневого такого кирпича, в стиле, знаете, нью-йоркских каких-то построек. Ну и также современные, высоченные, стеклянные небоскребы. И причем их такое множество, но при этом они все разные. Разных цветов, разной формы. Очень круто, очень гармонично. То и дело ловишь себя на мысли, что находишься в американском фильме. Там пожар какой-то справа был, прикинь. Значит, себе по городу. Тут пробежал какой-то сумасшедший, и, скорее всего, на кого-то что-то, мне кажется, своровал, потому что так бежать от чего непонятно. И видишь, в общем, картину как из кино. Машины с мигалками, все светится, огромное количество людей по форме, тоже светящиеся, все потому, что здесь был какой-то пожар, видимо, но его уже потушили. Но публика осталась, и реально все как в сериалах. Вот эта вот желтая ленточка, вход запрещен. И я причем скажу, что это не только здесь желтую ленточку наклеили, то есть она практически по всему кварталу. То есть, чтобы ни с какой стороны люди не смогли зайти. Работают только специальные службы. Пожар быстро устранили, и никто не пострадал. Можно ехать дальше. Тем более впереди меня ждет главная достопримечательность Хьюстона – космический центр НАСА. Попасть в НАСА, конечно, я планировал, но здесь, в Остине, тоже есть чем заняться. Именно Остин сейчас является меккой для тех, кто мечтает создавать компьютерные программы. На сегодняшний день в Остине их больше 45 тысяч. Вот если в Лос-Анджелес люди переезжают и поголовно хотят стать актерами, то сюда, в Остин, в последнее время съезжаются все айтишники для того, чтобы зацепиться за хорошую жизнь. Потому что средняя зарплата здесь для айтишника – это 110 тысяч долларов в год. Но далеко не всем везет. Это же счастливый билет. Либо вытянешь, либо нет. Все дело в том, что начинающие изобретатели тратят все деньги на свои проекты и прибывают в Остин с надеждой, что большая фирма сразу же их купит. Бывали даже случаи, что люди оставались здесь, но уже не в качестве работников IT-компании, а в качестве бездомных. Поэтому считается, что в Остине самые образованные в Америке бомжи. И отношение к местным бездомным здесь уважительное. Им часто предлагают всевозможные подработки и оставляют на тротуарах еду. Здесь в городе даже есть одна очень интересная скульптура, которая призывает всех жителей и гостей города хорошо относиться к бездомным. Вот она, называется она Homeless Jesus, бездомный Иисус. Видите, это вот такой человек, который укрыт одеялом и спит на лавке. Очень мило, смотрите, даже кто-то принес яблоко. У меня хоть и у самого с деньгами не густо, но я тоже решил помочь местным айтишникам. Так, ну я тут взял немного. Надеюсь, примут подарок. Do you want it? Do you want some water? Yeah, sure. It's for you. I don't get money. Thank you very much. Take it. That's take care. Good luck. All right. Good luck. Bye-bye. Тем временем я уже на месте. В единственном в мире космическом центре, открытом для посетителей. И если честно, здесь просто невероятно. Во-первых, от мысли о том, что я в Хьюстоне пришла в НАСА, в самый настоящий НАСА, в музей, и могу ко всему этому прикоснуться, посмотреть на историю с другой стороны, это безумно увлекательно, ведь это очень круто, это безумно круто. Космический центр имени Линдона Джонсона – это огромный комплекс, где собраны десятки научных артефактов. Вот, например, настоящий кусочек Луны. Друзья, представляете, это настоящий лунный камень. По ощущениям, конечно, его не отличишь от любого другого, но когда приходит осознание, что этот камень действительно с Луны, прям я вам скажу,
Ощущения крутые. А вот настоящий Space Shuttle, который неоднократно летал в космос. Прям как будто даже попадаешь в какое-то прошлое, я не знаю, становишься частью какого-то интересного эксперимента. Очень круто. Да здесь даже можно вживую увидеть настоящих астронавтов за работой. Реально что-то работают, проверяют, возможно, там кого-то уже крутит, как говорится, вертит. Но самое интересное вот – зал управления полетами. Дорогие друзья, чтобы вы понимали, именно в этой комнате контролировались такие важнейшие полеты, как полет на Луну, между прочим, самый первый, и также миссия Аполлон-13, о которой, я думаю, что многие из вас слышали и смотрели фильм. В общем, все главные решения принимались здесь. Хьюстон, у нас проблема. Это выражение давно стало крылатым, а впервые оно прозвучало именно здесь. В 1970 году во время миссии с целью очередной высадки на Луну командир корабля Аполлон-13 отправил послание Центру управления. «Хьюстон, we have a problem!» На борту корабля взорвался кислородный баллон. Корабль летел не на Луну, а на тот свет. За экстренным возвращением Аполлона-13 следил весь мир. Благодаря слаженной работе специалистов зала управления полетами, жизни членов экипажа были спасены, и миссия стала легендарной. После этого космический центр имени Линдона Джонсона стал одной из самых популярных туристических достопримечательностей Америки. Космос, друзья. Космос. А я продолжаю гулять по Остину, и вы знаете, есть города такие угрюмые. Остин однозначно не из таких. Девиз Остина – сохраним Остин и его чудачество. Предлагаю сейчас пойти и посмотреть на все эти чудачества. Первая чудная достопримечательность – арт-объект Портландия. Эти сооружения местные художники, архитекторы и дизайнеры сделали из природных материалов. Главная идея этой инсталляции – природа – это лучшее произведение искусства. Сразу там какое-то село перед глазами, бабушка, и мы с пацанами на этом сеновале заскакиваем, там кувыркаемся, переворачиваем. Вторая чудная достопримечательность даже называется «Чудно» – музей странностей. Ну такая, знаете, себе вот демо-версия кунсткамеры. Вот тебе, пожалуйста, животные с двумя головами, на входе сиамские близнецы, какой-то чудик, еще один персонаж из фильмов про Гремлины, это, скорее всего, он, да? Ну и вот первый директор этого музея, Александр Павлович Сноу. И, наконец, третья чудная достопримечательность – собор хлама. Ух ты! Вот когда я подходил только к этому дому, вообще издалека непонятно, что это сделано из хлама, какая-то интересная конструкция. А вот когда подходишь ближе, ты видишь все это, весь этот хлам, всю эту ржавую какую-то железяку, которая на тебя смотрит, провода, и старые гитары, пластик, какие-то детские игрушки. Этот собор – дело рук местного жителя Винса Ханемана. Он решил не выкидывать свой мусор на свалку, тем самым загрязняя окружающую среду, а построить из него арт-объект у себя на заднем дворе. Соседям такая идея понравилась, и они стали приносить ему свой мусор. Собору уже 30 лет, и в данный момент он весит 60 тонн. Мне кажется, если я вот соберу весь хлам со своего балкона, вот этот старый велосипед, какую-то табуретку, у меня получится храм, ну не меньше, вот честно. И вы тоже этим займитесь. Вообще, конечно, я сейчас подумал, я уже часа 2 хожу со стаканом в рюкзаке. Я пил кофе и не знал, куда выбросить. Идеальное место. Все. Как так и было. Прекрасно.
Хьюстоне тоже придумали необычный способ переработки отходов. Местный завод по производству труб решил отдавать свой мусор в руки местных художников, и те сотворили полноценный парк скульптур. Этот индустриальный парк называется «Эклектический зверинец». Что такое эклектика, спросите вы? Но это когда смешивают, казалось бы, не смешиваемое. Ну вот, например, на удочку ловят пикап. Ну, то есть, понимаете, да, слабая удочка, которая вот маленькая для карасей, и пикап огромный для людей, для меня, для Настюшки. Пока в восторге вот от этой божьей коровки машинки, этот запорожец, типа в виде паука. Со стороны, когда проезжаешь, ну, безусловно, обращаешь на него внимание. Но когда подходишь ближе и есть возможность каждый, скажем так, экспонат рассмотреть поподробнее, то, друзья, я реально могу сказать, что это походит на произведение искусства, правда. И это гораздо интереснее, чем, например, новое искусство. Вот это вот, знаете, когда кашу кинули на пол, она затвердела, и все такие: в этом есть глубокий смысл. Америка – это родина каучсерфинга, сервиса, в котором местные предоставляют бесплатный ночлег для путешественников. Так почему бы этим не воспользоваться и не сэкономить на проживании? Тем более один парень уже откликнулся на мои сообщения. Да, 2406, все верно. Всегда так страшно заходить в неизвестные дома. И собака. Hello, Todd. Ah, hi, Andrei. Nice to meet you. Whew. Can I come in? Yeah. Oh, Lord. Hello, hello. What's going on? Вау, смотрите, тут столько детей. Hi. This is my cousin Adrian. My name is Andrei. Nice to meet you. Okay. Should I take off my shoes, right? No, it doesn't matter. We're not Because friends. you're I the... get flip-flops on. Because it's America. I've seen in a movie. В Америке никогда не разуваются, поэтому я тебя вот так буду. I'm wearing just no shoes. Все, значит, нормально. Саня, а ты разувайся, у тебя очень грязно, и ты ходил сюда по грязи. Тот оказался специалистом по ипотеке, занимается кредитами и подбором домов. У самого дом не маленький, и он с радостью принимает здесь туристов, так как тоже любитель попутешествовать. And then back here we have the backyard is why my wife bought the house. Вау. She loves the backyard. And then we have the big dog. He will bark at you, but he won't bite Все, you. все, я туда не пойду, смотрите туда, там кто-то стоит, встречает. Вот я лучше здесь, но very nice place, thank you very much, I'll be here. Yeah, so this is the kitchen, and this is. Can I use it? Yeah. Sure, if you need to cook, you need to drink, or you're welcome. Whatever you need to do here, you're welcome. Помимо зала и кухни в доме есть 3 спальни, главная, детская и гостевая. Но там сегодня ночует двоюродный брат Тода, поэтому мне остается диван. So this place gonna be mine, right? This I one. can, this one. Yeah, it's better to sleep on. When my wife kicks me out of the bed, this is a good one to sleep. Okay. Yeah. Все, вот мое место. Ну, в принципе, мне многого не надо. У меня есть телевизор, Exactly. дети. Я могу сидеть, смотреть телек. Все отлично. Тот прекрасный парень. Собаку, надеюсь, он не впустит сюда в дом. Собака там. Вот, я буду спать здесь. Все отлично, все прекрасно. Круто. С жильем все решено, поэтому я могу спокойно продолжать знакомство с Остином. Владельцы безлимитных карточек у незнакомцев не останавливаются. Они выбирают места, где о их безопасности могут позаботиться. Когда-то в этом здании находился банк, где хранились денежки богачей. А сегодня здесь разместился шикарный отель «Айкон». Hello. Добрый вечер, мэм. Чем я могу вам помочь? Как вы можете видеть, я человечек обеспеченный. Соответственно, номер мне бы хотелось такой же, чтобы было дорого, обязательно, чтобы было красиво, чтобы меня можно было удивить, а то я человечек разбалованный, ну и вид. Обязательно, чтобы был красивый вид. Окей, могу предложить вам лучший номер. Пентхаус. Оттуда открывается отличный вид на город. Оформляйте, оформляйте. Супер.
Thank you. Так, Ливи. Спасибо. Какие-то ароматизаторы. Такой слегка сладковатый запах. И что? Пентхаус со всего одной комнатой? Ну, хоть вид какой-то проклевывается. Так, гостиную и кабинет вижу, а спать-то где? О, них. Это что, лестница в рай? Друзья мои, ну я вам скажу, это прям какая-то домища. Лестница ведет на второй этаж, где разместились спальня и ванная комната. На самом деле очень смешанные чувства, потому что с точки зрения роскоши, ну как таковой здесь ее-то особо и нет. Никаких таких признаков прям супер богатства. В основном, ну, какие-то масштабы и сама планировка. То есть сам факт того, что он многоэтажный. Ну, достаточно все простенько, но вот это очень очаровательно. Ванна, конечно, просто прекрасная. Я как раз очень такое люблю, когда ванная расположена вот где-то там посередине или у окошка. То есть, знаете, не как вот в стене. В общем, это очень романтично. Мне интересно, что выше. Третий этаж представляет из себя огромную лаунж-зону. Вот он, мой собственный личный бар. Или даже ресторан. Все реально как в настоящих барах. Здесь телевизор, какие-то новости. Я такая здесь стою, покручиваю коктейли, протираю их. Здесь сидят люди с тяжелой судьбой, рассказывают мне о том, что их бросила девушка, ну или парень. А я такая: эй, бродяга, не стоит беспокоиться на этот счет. Ты еще найдешь себе малышку и не одну. Спасибо, брат. Чао. Вообще, этот номер, этот пентхаус идеален для вечеринок, когда ты приезжаешь сюда с друзьями. А еще и в Америку, еще если первый раз, представляете, компания там, не знаю, из 7 человек. Вау! Но оказалось, это еще не все. Ну, что я могу сказать, дорогие дамы и господа? Теперь мне все понятно, почему в самом номере нет роскоши, потому что вся роскошь сосредоточилась, ну это даже террасы не назвать, на моей крыше. Обалденный вид, друзья! Класс! Есть у Остина еще парочка интересных достопримечательностей, с которыми нужно обязательно знакомиться как раз ближе к вечеру. Так что пойдем. И вот одна из них – это мост Конгресс-авеню. Посмотрите, сколько людей, да? Все сюда вот приходят. Вы думаете, они здесь для того, чтобы посмотреть на водичку и проводить закат? Нет. Они здесь для того, чтобы посмотреть на летучих мышей. Рукокрылые, которые живут под этим мостом, это крупнейшая городская колония летучих мышей в мире. Порядка 1,5 миллиона особей, что вдвое больше человеческого населения города. И каждый вечер все приходят сюда посмотреть, как мышки вылетают на охоту. Ты с ума сойти, я не верю вообще в происходящее. Люди ждут летучих мышей. У всех телефоны наготове, как будто вот мышь будет пролетать и типа: привет, фоткайте меня. Вот это я понимаю, необычная достопримечательность. Но так было не всегда. Изначально мышей хотели истребить. Но вскоре выяснилось, что крылатые выполняют важную функцию. Они истребляют насекомых, вредных насекомых, которые являются разносчиками всевозможных болезней, там, вирусов и тому подобное. С тех пор эти летучие мыши стали символом города. О, полетели. Ну
Но вот здесь уже становится намного меньше людей под мостом, а вот на мосту людей прибавляется. Поэтому я сейчас пойду туда на мост и посмотрю, как оттуда видно. Здесь, помимо нас, которые были под мостом, и людей, которые на мосту, есть еще полно людей вон на корабле, на лодке, на каяках, которые смотрят тоже летучих мышей. Это с ума сойти. Это нестандартно, это необычно, и вот это вот собирает огромное количество людей. Мне кажется, любому городу нужно учиться. Ну это прям отличнейшее завершение дня. Доброй ночи. Свет не горит, да? Хотя тот обещал, что будет открыта дверь. Надеюсь, что он сдержал свое обещание, иначе будет обидно очень. Капец, как они так дверь оставляют открытыми? Ночь на дворе. Ну что, готово? С моделирующим лаком гладкость от Nivea, как всегда, получается крутая укладка. Чтобы добиться максимально гладких волос, используйте лак как термозащиту до утюжка, а потом просто зафиксируйте результат. Так как лак застывает не сразу, у вас всегда будет возможность что-то поправить. Good morning. Good morning. Oh, it's for me. Yeah. Oh, thank you very much. Вы уже услышал, наверное, что я... Oh, wow, I've slept very well. Тот с самого утра пригласил меня поиграть с ним и братом в популярную местную игру фрисби-гольф. Фрисби — это знакомая нам всем летающая тарелка, а появилась она так. Когда-то один местный пекарь по фамилии Фрисби выпускал пироги на жестяных поддонах, которые были популярны у студентов. Слопав быстренько пироги, от нечего делать, они стали бросаться этими поддонами. Вскоре это вошло в моду и в итоге превратилось в полноценный национальный спорт. И сейчас в Америке даже существует ассоциация фрисби-гольфа и свой чемпионат. Правила фрисби-гольфа несложные. Игрок должен попасть диском в корзину, причем достаточно просто касания. Диск играющие бросают по очереди, пока кто-то не попадет в цель. О, я-то был близок, ребята! It was very close! Who? Won the hole. Yes? You. Me? Yeah, Of course, I'm the winner! And the winner is... Thank you, Mom. Thank you, Dad. Thank you, sister. Thank you, my daughter. Thank you, my wife. I love you. А мы ж на бабки играли, да? Окей, come on! Ребята, поехали! Я решил немного доработать правила и предложил ребятам сыграть на отжимания. So, И как вы поняли, новичкам везет. Good luck to you. Ребята, ну простите, но это так прикольно, но это реально прикольно. Я с самого утра отправилась на еще одно любимое развлечение местных – рыбалку. Но рыбалку не простую, а на настоящего речного монстра. Он обитает в темных мутных водах местных речушек. Признаться, у меня очень своеобразное ощущение по поводу данной местности, потому что все выглядит как в сериалах, знаете, Америка таких 60-х, а вот эти вот домики, обшарпанные по бокам, в основном напоминают мне какие-то американские детективы, где всякие преступления. И, в общем, такое себе. Неудивительно, что на этой местности живут большие уродливые рыбки. Панцирная щука – одна из самых древних рыб на Земле. Ей больше 150 миллионов лет. И за это время она почти не изменилась. Длина до 3 метров, обхват до метра, а вес около 100 килограммов. Имеет тело щуки, а голову – аллигатора, за что получила прозвище «рыба-аллигатор». Питается эта кроха рыбой, животными, птицами и даже ходят легенды, что она нападает на людей.
Вы видели, какая голова у этой рыбы? Мы вот на такую голову ловим вот такую рыбу. Это какой надо быть рыбой, чтобы тебя завлекла вот такая голова другой рыбы? Ну что ж, а мы продолжаем наш фееричный калейдоскоп необычных развлечений в городе Остин. И следующий корабль, который появился на нашем горизонте в бухте под названием «Орел и Решка», называется «Метание топора». Метание топора – развлечение еще индейцев. У них топор был оружием, и ним они управляли филигранно и точно. Со временем это переросло в целый международный вид спорта со своим чемпионатом. По всей Америке даже появились вот такие клубы, где можно обучиться этому занятию. Вау! Тут полно людей. Весело бросают топоры. Поучаствовать в соревновании может любой желающий. Ну не получилось, но бывает. Каждому новичку дается инструктор, который объясняет, какое положение нужно принимать при броске и какой должен быть замах. Шаг и бросок. Да! Попал прям в десяточку, ребята. Все, я тут уже местный. Также инструктор объясняет правила игры. Попадаешь в это поле, получаешь 1 очко. Сюда 3 очка и 5 очков. Игра — это 5 бросков. У каждого игрока Да, за игру. Кто набрал наибольшее количество очков, тот и победил. Каждый 5-й бросок ты можешь попытаться попасть вот сюда. Тогда ты получишь 7 очков. вот такой короткий инструктаж, и я готов к бою. Сейчас у нас будет соревнование. Какой-то парень бросил мне вызов. Давайте одновременно. И вот они мы, 2 неудачника, собрались в одной клетке. Это будет эпическая битва. Я же попал в яблочко, но он не встрял. А он не так уж и плох. Что-то я потек, ребята. Я расслабился очень серьезно, и он меня уже уничтожает. Он во 2-й раз попал. Все, до свидания. Thank you very much. Я ушел. Очень классно эта игра. У меня сейчас такой брейк, типа перерывчик, пока ребята бросают. И у меня уже чешутся руки. Это реально затягивает. Это очень весело, очень классно. К компании приходить бомба. Теперь я понимаю вот эти крики, которые доносятся из того крыла. Там ребята кайфуют. Я один, и мне классно. А когда бандой, ощущения невероятные. Вспомнила, почему я рыбалку-то не люблю. Короче, весь экшен пока что закончился. И вот я не понимаю вас, рыболовов. В чем прикол? Вот забросили в удочки и сидите. И вы же так можете просидеть и час, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и даже ничего не словить. И все равно любить это дело. Но в случае ловли панцирной щуки дело обстоит иначе. Who is it? Monster? Yeah, really. Рыба-аллигатор сама дает о себе знать. Просто акула была. Дело в том, что у щуки-аллигатора нет жабр, и она не может добывать кислород из воды. Поэтому она периодически выплывает на поверхность и делает глоток воздуха. Big fish. Окей. Ого! У меня позвоночник уже не выдерживает. Okay, I can. You... Ого! Это товарищи.
Рыба оказалась просто огромной, и чтобы ее поднять, пришлось подплыть к берегу. Йо. Этому экземплярчику 30 лет, и весит он 50 килограмм. У меня нет слов. Чтобы вы понимали, друзья, это еще не самая большая. Но ловилась она с огромным трудом. Да, очутиться с рыбкой такого размера в озере было бы не самым приятным. А представляете, еще ночью. А там, знаете, какая-то маленькая рыбешка ноги коснется, ты уже нервничаешь, думаешь, тебя акула сжирает. А прикиньте, ты плывешь, и просто вот такая штука рядом с тобой. А ты не знаешь, что это за рыба. И попробуй, поверь в то, что это не крокодил или не акула. Из-за страшного вида рыбе-аллигатору долгое время приписывали уйму всяких небылиц. Якобы то ребенка под воду утащит, то женщине, которая белье стирает в реке, руку откусит. Из-за этого рыбу чуть полностью не истребили. Но на самом деле не было ни одного официально зарегистрированного случая, чтобы рыба-аллигатор напала на человека. Поэтому сейчас этих рыб охраняют и, поймав, фоткаются и сразу же отпускают. Sorry, sorry. Ага. Set it in your lap. Kind of let it roll this way a little bit. Окей. У меня нет слов. Во мне сейчас буря эмоций от счастья до шока полнейшего. И черт возьми, мне теперь будет что рассказать внукам. Только сначала надо детей завести, да, а потом уже внуков. Ну, короче, кому-нибудь точно расскажу об этом. О, так это к чему я это все? Рыбу-то можете забрать, пожалуйста? Она очень тяжелая. Can you? Bye-bye. Еще одно излюбленное развлечение жителей Остина – аукцион. Аукционы в США – вещь очень популярная. С молотка тут обычно уходит все – антиквариат, машины и даже скот. Но я сюда пришел не ради этого. Добро пожаловать на шоу. А ради человека, который ведет торги. $800. Now 850, we're able to pay 50, 800 the bid, now 850, we're able to pay 50, 800 the bid, now 850, we're able to pay 50, 50, we're able to pay 50, 800 is bid, we're able to pay $800. А вот это вот дядя в рубашке, который так вот быстро говорит, это не Джон Скэтман, который пел знаменитую песню. Нет, это аукционист. Пипец, он быстро разговаривает. Здесь в Америке давным-давно был разработан особый метод ведения торгов. Метод называется скандирование аукциониста и заключается в быстром и ритмичном повторении чисел. $1600, $1600 last chance. Now 850, we're able to pay 50, we're able to pay 50, 800 is bid, 850, we're able to pay 50, we're able to pay 50, we're able to pay 50, we're able to pay 50. Причем вот это вот неврожденное. Их обучают этому, чтобы они так быстро говорили. Есть специальные курсы, специальные школы, куда они должны ходить, и их учат, как правильно вести торги. То есть вот это в себе можно выработать. Доказано, что именно такой метод позволяет быстрее распродавать товар. Я уверен, что вот Ивлеевой тут бы понравилось. Ходят слухи, что она питает слабость к харизматичным мужчинам, которые быстро читают в рифму. Если бы у него еще были белые глаза, цены б ему не было. Слушайте, на 360, говорит, на 360. Ну что, ковбои, $100 сами себе не найдут. Отправляйтесь на государственное шоссе 45 в сторону Хьюстона, доезжайте до съезда 49B. Там, между улицей Энфи-Вей Сервис и государственным шоссе 45, под самым высоким кустом вас и будет ждать клад от орла и решки и Настюшки. Чтобы найти бутылочку, нужно чуть-чуть земельки и чуть-чуть листиков раскидать. Тогда будет вам счастье. С премиальной картой MasterCard любая оплата занимает всего несколько секунд.
Техас полон удивительных мест. Космос, друзья. Космос. Необычных развлечений Ну простите, но это так прикольно. И невероятных людей. Но главное, 2 дня здесь пролетают как минута, У меня нет слов. а запоминаются надолго. Ощущение. Нет. Это что, лестница в рай? Ну это все очень интересно. Ощущение топчик. На 360, говорит, на 360. $900. В этом есть глубокий смысл. Категорически приветствую. Я сейчас... Рада видеть тебя. Да, вот так вот тоже может быть. Да, ты меня шутками, а я тебя поцелуями. Да попахивает да. разводом сейчас, Настя, по-моему, Ну ты все. не горячись, не Попахивает горячись, не разводом. горячись. Настюш, я прям засыпал, я стоял, я устал. Как Так что дела? это у тебя такое? Это у меня кепка, Настя. Что ты вообще в этом понимаешь? Как ты можешь? Вообще у тебя написано НАСА. Ты вообще знаешь, что это такое? Ты знаешь, что я там была? В самом настоящем НАСА. Я своими глазами видела, как людей в космос отправляют. Я видела эти кабинки, откуда все самые важнейшие решения принимались. Кепку он носит. Больше всего меня покорило. Знаешь что? Что? Я на своих руках держала вот такую вот рыбину, которая весила 50 килограмм, не меньше. Но у вас есть смысле? кое-что похожее. Кожа, острые зубки и не очень привлекательная внешность. Как твои выходные? Ты со мной лучше не шути вообще. Теперь я умею метать топоры. И я попадаю, что самое страшное, Настя. Я попадаю. Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Это ты со мной не шути. Ты знаешь, что и я в свои 25 лет... Слушай, а тебя реально рыба несет? Ты реально рыбу несла, да? Держала? Ну подожди. Слушай, ну я метаю топоры, ты метаешь икру. Все нормально, Настя, стой!